Син Нанацу но Тайзай, в переводе «Прегрешение. 7 смертных грехов», аниме-сериал режиссера Кинзи Ясимото и совместного производства студий Artland и TNK. Его премьера состоялась 15 апреля 2017 года. Автором персонажей тайтла является японский художник Нишии. Действие сериала крутится вокруг Люцифера, одного из архангелов Бога, осужденного и изгнанного с небес за восстание против воли всемогущего, и ее противостоянию 7 смертным грехам, которые возглавляет Белиал, демон тщеславия. Большая коробка с окошком, выполненная в оттенках фиолетового, что отсылает нас к оригинальному костюму, также имеющего синий и фиолетовый цвет в деталях. На лицевой стороне мы через довольно большое окошко видим фигурку в блистере. Под окошком расположен логотип сериала, название фигурки и ее масштаб. Над окошком название линейки B-Style. На одной из боковых сторон изображена фотография фигурки крупным планом и еще раз название, на другой только небольшой силуэт, также с названием фигурки. Самая пестрая часть коробки – это ее задняя сторона. Помимо текстов с предупреждениями, юридической и адресной информации, она содержит еще один логотип сериала и фото с парой ракурсов Люцифера и ее дуэта с фигуркой из этой же линейки Асмодеем. Внутри коробки качественный плотный блистер, скрепленный не только замочками самой конструкции, но и скотчем. Фигурка, дополнительные детали и подставка в нем проложены полиэтиленом от закрасов и внешних повреждений. В комплекте присутствует инструкция на японском языке, но это не страшно, так как она интуитивно понятна. Обзор на фигурку Асмодея мы тоже планируем сделать, поэтому настоятельно рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. А мы переходим к фигурке. Перед нами Люцифер из популярной линейки B-Style от компании Freeing. Красотка предстает перед нами в костюме зайчика, состоящего из белого боди с круглым хвостиком, надетого поверх колготок в сеточку, манжет на запястьях, воротничка с бантиком на шее и ободка с заячьими ушками на голове. Не изменяя стилю данной линейки, колготки у фигурки сделаны из настоящей ткани. Сама Люцифер запечатлена в пикантной позе. Одной рукой она как бы поглаживает себя по внутренней стороне ягодицы, а другой слегка касается уголка губ. Также Люцифер является обладательницей длинных светлых волос, аккуратно собранных в хвост. Но острые, как у эльфов, ушки и 2 закрученных рога с обеих сторон головы напоминают нам о том, что она не человек. Вернемся к боди. Помимо того, что оно довольно плотно облегает прекрасную фигуру Люцифера, подчеркивая и нарочито выделяя изгибы не только на животе, но и между ног, верхнюю его часть можно заменить на отогнутый вариант чашек, входящих в комплект, тем самым оголив девушке грудь. К сожалению, по правилам YouTube мы не можем показать данную часть, не зацензурив ее. Версию без цензуры вы можете посмотреть на Boosty по ссылке в описании. Тонкие белые ремешки на руках в районе плеч не просто являются элементом костюма, но и прекрасно маскируют стыки деталей рук у фигурки. Подставка – черный полупрозрачный блин с пазами для крепления фигурки. Сделан качественно, но уж слишком простенько для такой красоты. С другой стороны, ничто не отвлекает взгляда от фигурки. Также стоит сказать, что фигурка создана не по арту Нишии, автора всех персонажей тайтла, но с его одобрения. Масштаб красотки такой же, как у всех фигурок в этой линейке, 1/4, размер 32 сантиметра. Стоимость на момент релиза в сентябре 2019 года составляла 24 800 йен. В апреле 2022 готовится повторный релиз, на который уже открыты предзаказы. А на обзор красотку нам предоставил наш друг Локи, участник выставки «Большая полка». Всем привет! С вами Ларри. Вы только что посмотрели распаковку демона гордыни Люцифера от компании Freeing. Если понравилось, жмакни лайк, а мы переходим к оценке. В целом, можно сказать, что данный экземпляр заслуживает внимания и, несмотря на внушительный размер для комплектки, будет радовать глаз владельца и станет неплохим украшением полки. Из минусов: колготки из настоящей сетки будет довольно проблематично чистить от пыли, поэтому желательно держать эту фигурку на закрытой полке или в специальной витрине. И если вы перфекционист, то на полке, где будет стоять Люци, желательно держать фигурки такого же масштаба и размера,
потому что все остальные просто будут теряться на ее фоне или выглядеть скудно. Также, на мой субъективный взгляд, было бы круто, если бы производитель сделал боди из плотной ткани. В этом случае не нужно было бы делать дополнительных элементов, а у фигурки под грудью не было бы дырок от пазов. Но вряд ли боди смогло бы подчеркнуть так хорошо все изгибы тела у фигурки, а стоимость, скорее всего, была бы выше. Итого, ставлю Люциферу медальку супер и рекомендую к просмотру аниме Син Нанатсу но Тайзай, если, конечно, вы любите хороший фан-сервис. А у меня на сегодня все. Расскажите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в фигурке. Не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям, делитесь этим видео с ними. Не забудьте поставить лайк, если понравилось. Заходите к нам в соцсети, там много всего интересного. Мы и дальше будем радовать вас классными фигурками. Всем пока!